Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в гостях у Ильи Хала, генерального директора компании 3Data. Это сеть дата-центров. Да. Вот вы видите, я сегодня в фирменной куртке 3Data. Уже посмотрел, прошел по дата-центру, посмотрел экскурсию. А теперь мы с Ильей поговорим о дата-центрах, для чего они нужны, кому они нужны, как эта вообще индустрия развивается. Но для начала, Илья, попрошу тебя рассказать о вашей компании. Давно вы начали этим заниматься, куда идете, какая география, вот об этом. Очень приятно, что вы пришли к нам сегодня в гости. Дата-центрами я лично занимаюсь уже 10 лет, но под торговой маркой 3Data наша компания развивается с 2013 года. Мы изначально задумали сеть дата-центров шаговой доступности, и на данный момент у нас уже 18 площадок в московском регионе. Не так давно мы стали запускать дата-центры в других городах по модели франшизы. Первый дата-центр был открыт в конце прошлого года в Омске. И сейчас еще есть несколько проектов в реализации. Пока рано объявлять города, то есть все-таки сначала надо построить, запустить. В Москве дата-центров уже много. Формат у нас небольших площадок на 100-200 стоек, распределенных по городу, в деловых районах, шаговой доступностью от наших заказчиков, различных бизнес-центров, организаций. Собственно, по этой модели мы собираемся построить еще много площадок, но уже наша сеть заметная на рынке. Здорово. Тогда давай с простых вопросов, потому что не все знают вообще, что такое дата-центр. Я бы хотел еще спросить тебя. Дата-центр, он для кого, да? И, в принципе, какие функции он выполняет для заказчика, для своего? Давайте начнем с того, что такое вообще дата-центр. Да. Это, собственно, специально подготовленное помещение, оборудованное целым комплексом инженерных систем, которые обеспечивают бесперебойную работу IT-оборудования. То есть наши заказчики — это компании, которым нужно разместить у нас свои IT-системы. Или физическое оборудование, серверы, сетевое оборудование, или виртуальные системы на нашем оборудовании. На вопрос, кто наши заказчики, ответ, что это компании, которые или уже прошли цифровую трансформацию, или ее проходят. То есть те компании, для которых IT — это важный элемент бизнеса, это инфраструктура, от которой зависит функционирование всего бизнеса. Соответственно, такие компании из самых разных отраслей, то есть десятки отраслей представлены в наших дата-центрах. Безусловно, есть какие-то наиболее активные, но я бы не хотел их упоминать, потому что выборка действительно очень большая. Разные, да. Это как у нас в контакт-центре тоже. Мы, конечно, видим, что основной тренд у нас, например, от электронной коммерции происходит, да, рынок развития интернет-торговли и так далее. Но при всем при этом абсолютно из разных отраслей приходят клиенты, которым нужна услуга такая на аутсорсинге. В вашем случае получается то же самое. Те клиенты, которым нужна стабильная инфраструктура, которые не хотят надеяться на случай, они ищут дата-центр для того, чтобы разместить там, либо арендовать, либо там использовать какие-то облачные решения. Правильно. Хорошо. Расскажи тогда, пожалуйста, еще о том, насколько это вообще сложно и долго. Я хочу подключить как компания себе дата-центр или использовать дата-центр, да, и насколько это все процесс длительный и сложный для меня, как для заказчика. Конкретно в наших дата-центрах мы проделали большую работу, чтобы выделение услуг, предоставление первичных услуг происходило максимально быстро. И сейчас я могу сказать, что большинство услуг могут быть выданы в день обращения. Да, в течение одного рабочего дня. Обычно такая спешка нужна, если у заказчика что-то случилось. Например, у него затопило серверную, и ему срочно нужно куда-то перевести свое оборудование, запустить его в работу. Или, допустим, произошел какой-то сбой, и нужно срочно получить ресурсы, чтобы восстановить систему, да, запустить какие-то резервные мощности. Мы всегда идем навстречу, да, нашим заказчикам и
в течение одного дня можем выделить ресурс, достаточно просто, ну, как бы устно, да, там, или в электронной почте, ну, как подтвердить условия, и документы, естественно, требуют оформления там несколько дней, но вот непосредственно услугу клиент может получить мгновенно. Вот. В большинстве случаев, конечно, заказчикам не нужен день в день, то есть они спокойно согласовывают условия, изучают документы и заезжают. В среднем этот процесс, ну, может занимать от нескольких дней до нескольких недель и месяцев, зависит от того, ну, насколько заказчик будет там, подробно прорабатывать решения, выяснять там, условия, там, что-то там перепроверять. Вот. А мы с своей стороны, ну, реагируем обычно очень оперативно. По моей практике я знаю, что часто бывает так, что приходит заказчик и говорит, мне так надо быстро. И все, вроде и цена устраивает, все хочу быстро, а потом, когда начинается работа, когда в работу включаются юристы, и вот здесь происходит самое обычное. Ну, с крупным бизнесом, у кого сложные структуры принятия решений, юристы, финансисты, экономисты. Вот, и основная потом задержка, там, может, неделю, две и так далее, занимать вот именно их организационные структуры. Но на самом деле очень здорово, что вы предоставляете такую услугу фактически день в день, да, это, мне кажется, это очень сильное преимущество действительно тем, у кого есть такая потребность. Ну, мы достаточно давно научились эти процессы параллелить, то есть с техническими сотрудниками заказчиков оперативно решать технические задачи и как бы вот, чтобы все заработало, и дальше там сколько нужно дней или недель с юристами уже выверять там все пункты договоров, там все формулировки и как бы подписывать в том режиме, в котором комфортно заказчику. При этом дата биллинга, она фиксируется, и уже там, ну, когда документы готовы, тогда уже просто формальности как бы соблюдены, но это не мешает работать заказчикам. Это ценят. Одна из услуг, которая возникла в результате такого подхода, насколько мне известно, ни один другой дата-центр ее пока не предоставляет, это бесплатный круглосуточный переезд в дата-центр. Вот, то есть бывают ситуации, или когда вот заказчику очень нужна помощь, вот он просто не знает, что делать, не знает, что хвататься, как бы, когда надо вот организовать переезд, перемещение, миграцию, какие-то включения. Вот мы готовы на себя это взять. То есть у нас там через нас прошли 1000 заказчиков, да, и 1000 проектов, как бы инженеры обучены, поэтому можем все заказчику сделать под ключ. Приехать к нему, все собрать, помочь, перевести, настроить, подключить. По сути, ему там просто там говорить, что он хочет, то есть мы за него можем сделать там 90% работы. Здорово, потому что на самом деле очень часто бывает именно камнем преткновения, когда вроде бы там и хочешь, и можешь, но какие-то нужно еще работы сделать. И вот эти работы не у всех же в штате бывают, да, там необходимые специалисты, у каждой компании там, ну, квалификация айтишников разная, или где-то их вообще нет, они там на фрилансе или на аутсорсе где-то, да, и поэтому таким образом, получается, вы упрощаете жизнь, решаете эту проблему за них, за клиента. Хороший, правильный подход, как мне кажется, потому что мы в своей работе контакт-центра делаем приблизительно то же самое. Мы говорим, вам надо проинтегрироваться. Вы думаете, что сложно проинтегрироваться с колл-центром? Ничего подобного. Мы сделаем за 2 недели. У нас, конечно, не так, как у вас. Нам нужно людей обучить, нужно скрипты написать, там какие-то интеграции сделать с CRM-системами. Но все же мы тоже стараемся минимизировать срок запуска от момента договоренности до момента, когда уже услуга работает и оказывается. Хорошо, давай еще поговорим, насколько вообще это дорого, да, сколько для бизнеса, для малого, например, бизнеса или для крупного, я не знаю, тут расскажешь там, да, каких-то, наверное, рамках, насколько дорого эта услуга стоит. Ну, понятно, что стоимость варьируется в очень широких пределах и зависит и от конкретно выбранных услуг, и от объема этих услуг. У нас есть заказчики, которые платят несколько тысяч рублей в месяц, да, там, размещая там, несколько единиц оборудования, небольшие системы, до заказчиков, которые могут платить 1 000 000 рублей в месяц, размещая там огромную инфраструктуру. Ну, понятно, что это обычно крупные компании. Здесь скорее важно отметить порядок, который у каждой компании он свой. Но вот стоимость услуг дата-центра, она сопоставима со стоимостью услуг связи или со стоимостью там, системного администратора. Это то, что, наверное, большинству компаний понятно. Да, что вот есть, нужен системный администратор, да, чтобы он поддерживал какие-то системы, нужна связь, чтобы офис работал, производство работало. Вот стоимость услуг дата-центра, она в таких же порядках.
То есть это не самая большая статья. Это не бесплатная услуга, но это и не стоит каких-то космических денег. Это абсолютно сопоставимо с уже имеющимися затратами, но на IT, в любой современной организации. Здесь важнее, что дата-центр – это другая модель организации IT. То есть традиционно было, что компании делали себе там какую-нибудь серверную, маленькие компании имели сервер под столом, обычно бухгалтера, Да. Вот, и это работает, но имеет определенные риски и недостатки, то есть обеспечить бесперебойную отказоустойчивую работу подобных решений достаточно сложно с силами штатного администратора и в рамках бюджета организации. И отдельная головная боль – это переезд. Все периодически переезжают, когда компания растет, нужно расширять офис, когда компания сокращается, нужно сокращать затраты. Переезды неизменны, и переезд IT – это всегда страшная боль, это бессонные ночи, это простой бизнес, простой систем, возможно, какие-то сбои в работе системы. Да. То есть это всегда стресс, всегда проблема. Собственно, дата-центр позволяет вообще уйти от такого формата. Неважно, куда вы переезжаете. То есть переезд в дата-центр, он может быть, в принципе, последним дата-центром IT-инфраструктуры. Даже независимо от местоположения офиса, дата-центр может находиться в одном и том же месте. Естественно, через каналы связи все работает одинаково. Естественно, этот переезд можно спланировать, заручиться поддержкой инженеров дата-центра и все это провести максимально комфортно для компании заказчика, для системного администратора заказчика. А второй момент, что понятно, что внутри дата-центра качество систем, уровень отказоустойчивости, но он на порядок выше, чем компания может обеспечить собственными силами. Потому что мы только этим занимаемся, и делаем это для сотен и заказчиков по тысячам проектов. И при тех же ресурсах, затратах, что компания бы это делала самостоятельно, здесь она получает на порядок более высокое качество и, что немаловажно, подтвержденное финансовыми гарантиями. У нас есть SLA, соглашение об уровне сервиса, предусматривающее финансовую и юридическую ответственность. То есть за сбой в работе систем, за ущерб мы несем перед клиентами ответственность, в том числе были случаи, когда мы выплачивали компенсации, если возникал какой-то ущерб по нашей вине. Понятно, что такие ситуации, они возможно всегда, потому что везде работают живые люди. Конечно. А расскажи, пожалуйста, у вас модель такая, я ее раньше не встречал, да? Дата-центр в шаговой доступности. То есть вы создаете, это маленькие небольшие объекты, да, но это распределенные, чтобы вы покрывали города какой-то сетью. Да. Соответственно, в чем преимущество этой модели, как ты считаешь? Для чего вы это делаете именно по такой модели? Когда мы только начинали проект, уже существовали большие дата-центры. Они обычно располагаются на окраине города, в промзоне, где много электричества, где есть площади. Это позволяет обеспечить эффект масштаба. Это хорошо для крупных инфраструктур на сотни стоек. Но если мы говорим про небольшие проекты, то недостатки территориальной удаленности, что сложно добраться, достаточно дорогие каналы могут быть до удаленных площадок. И в таких дата-центрах небольшие проекты не являются приоритетными, то есть уровень сервиса соответствующий. Мы, собственно, и задумали сделать другой формат, который был бы ближе к заказчику, комфортнее, выгоднее. Мы стали делать небольшие дата-центры в деловых районах, ориентированные на условно небольшие проекты. При этом в числе наших заказчиков крупнейшие российские международные компании, но у нас они предпочитают размещать не очень большие проекты, условно на одну серверную стойку, несколько серверных стоек. Значит, что дает наш формат? Эта шаговая доступность. Во-первых, это очень удобно. То есть, когда у тебя дата-центр расположен недалеко от офиса, ты можешь быстро добраться на машине, на такси, на метро, иногда даже пешком. Это экономит время, это просто удобно. Плюс в дата-центрах мы делаем большую ставку на уровень сервиса. То есть у нас есть все необходимые инструменты, инженеры, обученные, помогать заказчикам с самыми разными задачами. У нас представлены все возможные сервисы. То есть, придя сюда, клиент гарантированно найдет решение своей задачи, ему помогут, подскажут, организуют. Даже не всегда за это надо платить. То есть
том числе и отношения. Многие вещи, да, они просто как бы являются Да. частью услуги, и за них не надо как бы дополнительно платить. Да, Вот. соглашусь. Второй момент, что зачастую каналы связи, да, являются очень важной частью проекта. Так вот, дата-центры 3Data стоят на узлах городской магистральной оптической сети. Это так не случайно совпало. У нас стратегические соглашения со всеми крупнейшими операторами связи. И мы договариваемся, что они размещают свои магистральные узлы в наших дата-центрах, а мы, соответственно, делаем свои дата-центры там, где операторам нужны магистральные узлы. В итоге заказчики, находясь в нашем дата-центре, по сути, находятся на региональных магистралях. Соответственно, это обеспечивает самое качественное подключение к сетям связи. Самое надежное, быстрое и эффективное по цене. Дополнительным аспектом связи является то, что многие заказчики хотят выделенный канал до своего офиса или производства, или филиала. Так вот, шаговая доступность позволяет существенно сократить длину трасс вот этих выделенных каналов связи. Это сказывается как на цене, то есть на порядок уменьшает стоимость таких каналов, так и на надежности. То есть не секрет, что любой канал он иногда рвется. Чем у тебя короче трасса, тем у тебя меньше риск обрыва, соответственно, обрывы происходят реже, восстановление быстрее, и качество самой связи выше, потому что чем короче трасса, тем у тебя ниже задержки. Поэтому вот шаговая доступность обеспечивает очень комфортные сетевые подключения. И как бы следствие, в том числе повышается надежность. Если у заказчика происходит какой-то сбой на его оборудовании, и он понимает, что ему добраться до дата-центра это там 15-20 минут, да, здесь под рукой инженеры, под рукой операторы, понятно, что время устранения сбоев, восстановления или там каких-то мер там, по не знаю, миграции, восстановлению резервного и так далее, сокращается время. И я отмечал, что это важно для компаний, которые уже работают в цифровой экономике. То есть когда у тебя простой измеряется вот не абонентской платой за наши услуги, а измеряется долей выручки компании. Когда там час простоя для компании это могут быть миллионы рублей, десятки миллионов рублей. Понятно, что время это устранения аварии, оно как бы критично. Вопрос не сколько нам платят, возможно, сколько не потеряет бизнес, если быстро-быстро все восстановится. Поэтому вот эта шаговая доступность, она позволяет клиентам чувствовать себя спокойно, комфортно, потому что они быстро могут решить любую задачу. То есть получается и экономическая эффективность, и надежность, и скорость передачи данных. Да? То есть мы, как контакт-центр, тоже используем дата-центры и несколько дата-центров, понимая, что для нас уровень отказоустойчивости крайне важен, потому что именно вот то, о чем ты сейчас говоришь, мы обслуживаем клиентов, которые в это время зарабатывают деньги. Если по каким-то причинам наш сервис не будет работать, они перестанут, для них могут начаться не только неполученная прибыль, но и убытки. Поэтому нам важно вот это резервирование на каждом участке. То есть у нас даже мы не только несколько дата-центров используем, но и в одном дата-центре мы дублируем нашу инфраструктуру, нашу АТС, да, для того, чтобы постоянно в горячем режиме добиться того, чтобы даже телефонный звонок не обрывался. То есть автоматически просто переходит на другой линк, на другое соединение, и все продолжает работать. Поэтому я понял. То есть мне это абсолютно правильно. Это такой стандартный, правильный подход к построению отказоустойчивых систем. И мы часто консультируем наших клиентов. Понятно, что когда они только начинают какой-то проект, обычно это небольшой объем ресурсов в одном экземпляре, которые как-то работают. Вот, по мере роста критичности этой системы, по мере развития бизнеса заказчика, приходит понимание, что как бы не надо, чтобы она сломалась или отключилась. Да. И вот здесь как раз мы начинаем предлагать варианты, что поскольку сеть дата-центров, можно распределить систему между дата-центрами. Можно задублировать каналы связи, можно задублировать узлы внутри дата-центра, можно взять резервные мощности у других провайдеров, не у нашей компании. Мы также помогаем это организовать, понимая, что заказчику как бы важна безотказность работы всей системы, а не только наших услуг. Поэтому, конечно, мы помогаем в том числе и правильно выбрать и интегрировать услуги наших формальных конкурентов, по сути партнеров, потому что мы обслуживаем общих заказчиков. Конкуренты должны быть партнерами, потому что надо искать
выгоду не только, конкуренция всегда дает выгоду как конечному пользователю, так и самой компании, как я считаю, потому что она стремится везде стать лучше, да, она стремится стать улучшенной версией самой себя. Спасибо тебе, Илья. Очень было интересно познакомиться с вашим дата-центром. Я на самом деле первый раз побывал внутри, увидел, как это работает, как это выглядит, и понимаю теперь еще больше, какую пользу это приносит для не только нас, как для контакт-центра, но и для всего рынка и бизнеса в целом. Спасибо тебе большое, что пригласил. Спасибо вам, что вы пришли. Вот очень важно вести просветительскую работу. Большинство людей не знают, что такое дата-центры, никогда в них не были, не представляют, как они выглядят внутри. Поэтому вот передачи, как ваши, они делают нашу отрасль более понятной, доступной для широкого круга людей. И я, собственно, приглашаю всех, кому интересно, можно записаться на экскурсию в дата-центр, прийти, посмотреть. Вот, и ну, если вам нужно это для работы, приобрести какие-то услуги. Здорово. Спасибо всем. Увидимся в следующий раз.